В играх на взятки, те, которые называются на английском trick-taking games, есть такой поджанр, который называется ladder climbing. И я бы назвал это играми на повышение. И этот поджанр отдельно ценится фанатами игр на взятки. Но что если добавить в игру на повышение возможность изменять карты практически в любой момент? Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня сегодня игра Custom Heroes. Это игра, в которой мы будем постепенно вбрасывать карты в общий пул, для того, чтобы попытаться выиграть так называемую взятку, поставив самую высокую комбинацию карт. Но при этом у нас будет специальная колода из прозрачных карточек, которые будут увеличивать или уменьшать ценность наших карт и будут давать специальные способности и возможности. А вот как вы им воспользуетесь, зависит только от вас, и сможете ли вы на этом собрать самую крутую комбинацию, чтобы ходить еще раз и потом избавиться от всех карт на своей руке, зависит только от вас. Давайте потихонечку разбираться, как играть в Custom Heroes. Итак, в начале игры, здесь у меня сейчас раскладка так, как будто уже прошло несколько партий, поэтому эти карты уже модифицированы, но я покажу, с чего все начинается в принципе. Каждый игрок получит себе одно победное очко, 2 жетончика усиления или силы и получит себе 10 карт из колоды, которая замешана вот из таких вот карточек. Они от 1 до 10. То есть за каждого игрока вкладывается такой набор, и потом они замешиваются и раздаются всем, и у вас могут быть разные комбинации карт. И в свой ход он может сыграть любое количество карт с единственным важным правилом. У этих карт должен быть одинаковый номинал. То есть я могу сыграть 1 единицу, или, например, 2 двойки. Или я мог бы сыграть 4 восьмерки, а если мы играем впятером, теоретически накопить их 5. Когда игрок сыграл 1 карту, 2 карты или 3 карты одного номинала, ход переходит к следующему игроку слева от него. И этот игрок имеет право сыграть либо такое же количество карт, например, если было 2 единицы, он может сыграть 2 карты также, и они должны быть такого же номинала или выше. Но при этом, если номинал карт совпадает, например, я на единичку сыграл единичку, то следующий игрок пропустит свой ход. Ходить будет следующий игрок, и если он тоже сыграет единичку, то и этот пропустит свой ход. И так мы можем перекидываться. Давай им пропустить ход. Пропускать ходы не очень хорошо, потому что цель игры избавиться от своих карт. Тот, кто первым избавляется от карт, получает больше победных очков, а тот, кто последним, получает очки в минус. Но при этом важно понимать, что тот, кто закончил первым, получит меньше всяческих бонусов и плюшек, а тот, кто закончил последним, получит их больше всех. Для этого у нас есть специальная табличка. В зависимости от количества игроков, которые участвуют в партии, игроки получают победные очки. Например, первый в игре на 4 получит 5 очков, а последний получит минус 1, или, в принципе, если у него было очень много очков, скинет их до 9. Но он не получает никаких жетонов усиления и получит всего 1 карту с бонусом, вот эти вот волшебные карточки. А последний игрок получает много всего, для того, чтобы ему иметь возможность в какой-то момент вернуться в игру и бомбануть своими прокачанными картами. Так игра идет до тех пор, пока все игроки не спасуют. И когда игроки все спасовали, игрок, тот, который положил карты последним, будет начинать новый, скажем так, кон. Как только один из игроков выбывает из игры, разыграв все свои карты, он получает первое место. Как только второй игрок закончил то же самое, за второе место. Третий игрок, третье место. Если остался всего лишь один игрок, например, как у нас в раскладке на 4, он получает себе минусовые очки, но, как я уже сказал, достаточно большое количество бонусов. И все это, казалось бы, очень просто. Карточки от 1 до 10. Карточки, которые вы играете, 1, 2 или 3 одинаковые. Что здесь такого особенного? И почему же игра называется «Кастомные герои»? Ну, не знаю, как она точно будет в русском языке называться. Но весь смысл игры и вся прелесть и очарование в том, что каждую карточку, которая у вас есть в руке, вы имеете право прокачивать. Прямо с самого начала игры вы получите себе одну вот из таких карт. Это ультимативные способности. И если вы ее запихиваете себе в протектор вот таким вот образом, а потом разыгрываете ее и платите 2 вот таких жетончика, то вы бьете любую взятку. Даже если там было 5 карт с номиналом 18, одной этой картой вы ее побили. И побить эту карту можно только другой такой же картой. Но эта карта уйдет в бита. И она больше фактически не ваша. Придет она вам дальше или нет, вы точно не знаете. Вторая карта, которую получают игроки в самом начале игры, это вот такие вот специальные карточки, кодамы. Они говорят вам о том, что если вы в начале раунда, прям это единственная карта, которая играется перед разбором, засунули также в протектор, потом сыграли ее на стол, можете сделать ставку в 2 на нее. И если вы выиграете от кона и будете первым игроком, вы не только вернете себе эти 2, но получите еще 2 сверху в дополнение к тем победным очкам, которые вы получите за раунд. К сожалению, если вы не заняли первое место, эти очки вы протеряете. И к этой карточке мы еще вернемся. И это всего лишь 2 из огромного количества карт, которые у нас есть в этой колоде. А в них есть карты со специальными свойствами,
которые будут позволять вам разыграть одну карту как две карты одинакового номинала. То есть, например, я играю одну восьмерку, вложив в нее в протектор вот эту штучку, заплатил за нее стоимость ее включения способности, и у меня эта восьмерка считается двумя восьмерками. А если у меня была еще одна восьмерка, то я к ним подложу ее еще, и это будет 3 восьмерки. И это будет отличный заход. Есть карты, которые просто меняют ценность самой карты 12. А есть карты, которые дают оружие вашим героям, дают некоторые бонусы или минусы к показателю их карты. То есть, например, если мы взяли такую карту, сделали ее 12, а потом на нее положили еще вот такой вот мечик, то она будет 17. И очень забавно сделано то, что все эти карты, они каким-то образом меняют то, что нарисовано на вашей картинке. Например, смотрите, эта дамочка у нас изначально была вот такая, простая. Потом мы ей добавили специальную способность, и у нее появились питомцы. А потом мы надели на нее еще боксерскую перчатку, и у нее теперь есть и способность, и она теперь не шестерка, а восьмерка. И вот эти карты, они дают некоторый элемент хаоса в игру, но этот хаос очень веселый и классный, потому что карт не так много выдается за каждый раунд. То есть в первом раунде у вас будут всего лишь те 2 карты, которые я показал. В конце каждого раунда некоторые игроки будут получать дополнительные эти карты. Чем хуже вы сыграли в предыдущем раунде, тем больше вы этих карт получите. Но потом все эти карты, после того, как, соответственно, разыгран кон, они уходят в сброс. И в итоге мы замешаем полностью всю колоду и раздадим эти карты. Уже с бонусами, со всеми, которые включены в протекторы. И кто-то получит себе те карты, которые уже были с усилениями, а кто-то может не получить никаких карт с усилениями. Но если вы не получили карт с усилениями, вы вполне можете выиграть на том, что хитро играете, разыгрываете хорошо комбинации карт и спланируете, что вы будете делать. Например, смотрите, вот мне пришла такая рука изначально, да? У меня здесь есть что? У меня здесь есть 3 двойки. Их хорошо можно разыграть троечкой прямо, да, в какой-то нужный момент. У меня здесь есть шестерочка, семерочка, потому что это тройка с четверкой. Это 13, это 8, а это 11. И при этом есть специальная способность. Например, вот эта штука мне говорит, что она 11. И если я ее разыграю и при этом выиграю этот кон, я получу дополнительное победное очко. Класс. И разыгрывая эти карты хитрыми способами, продумывая свои ходы, вы должны обыграть оппонентов. Очень интересно то, что каждый в этой игре находит свой путь. Кто-то может держать большие комбинации там из 2-3 карт, а может быть даже из 4, до последнего момента, когда он потом разыграет их, и потом их никто уже не сможет перебить, потому что, например, у игроков осталось меньше карт, чем 3. А потом разыграть остальные большие карты, чтобы его никто не смог перебить так же, но у него уже в руке карт меньше. Кто-то разыгрывает их сразу, чтобы избавиться от большого количества карт из руки. Кто-то, соответственно, пытается перебивать каждый кон, а кто-то может пропускать и смотреть, что будет происходить дальше. От карты избавляться выгодно, но не забывайте, что на каждую десятку, которая есть изначально в колоде, будут бонусы. И бонусы эти могут быть очень мощные, и вашу одну там, карту с номиналом 12 могут спокойно там 3-4 раза перебить, и вы останетесь не у руля, потому что не вы будете в следующем ходить, а потом, может быть, вы и не сможете вообще в заходе поучаствовать, потому что ваши карты будут слишком маленькие, или наоборот, у вас будет слишком мало карт просто. Если рассказывать свои впечатления, мы играли первые 2 захода, 2 кона, которые играли, нам показалось, что это какая-то ерунда получается, абсолютно невозможно ничего прочитать, хотя все игры на взятки и игры на повышение, они обычно рассчитаны от того, что вы можете, в принципе, посчитать, какие карты вышли, какие карты еще остались на руках у игроков, и думать, что, соответственно, можно было бы разыграть, и что у вас не будет перебито. Но там вот на 3-4 раунд мы поняли, что, блин, это очень веселая, очень крутая фишка с вот этими дополнительными картами, когда вы можете удивить оппонента, но если вы еще при этом хорошо запоминаете, какие номиналы у карт в итоге получаются, то можете немножко просчитывать, потому что не так много вот этих вот карточек усилений выходит в игру в каждом раунде, и вы все равно можете рассчитывать на что-то. С другой стороны, конечно, вы не знаете точно, какие усиления будут у ваших противников, но от этого игра становится только веселее. Побеждает в игре тот, кто занимает первое место, при том условии, что у него к моменту занятия первого места уже есть 10 победных очков. Но это правило можно обойти. Если вы делали ставку, и ваша ставка сыграла, вы заняли первое место, вы сначала получаете бонус за ставки, потом, соответственно, засчитывается и проверяется, победа или нет. И если у вас было, например, 8 жетонов, и вы выиграли 2 со ставки, у вас стало 10, при этом вы заняли первое место, вы победили в игре. То есть вот эту карточку со ставкой держать лучше, наверное, до конца иногда и рискнуть ей попозже. С другой стороны, розыгрыш этой карты позволяет вам избавиться сразу от одной карты с руки, что тоже, в принципе, очень неплохо, и у вас остается меньше карт, чем у оппонентов, соответственно, вероятность того, что вы избавитесь от большего количества карт, тоже хороша. Кроме того, не забывайте, что эта карточка, то есть само усиление, позволяет вам фактически избавиться от той карты, которая у вас лишняя. Если у вас хорошо разложилась карта, и у вас там одни двойки и тройки сетов карт, и там торчит какая-то одна ненужная девяточка, например, она потому что одна всего,
вы можете ее, соответственно, слить таким вот образом, в надежде на то, что вы как раз этот раунд выиграете и получите лишние победные очки. А потом будете надеяться на то, что эта вам карта придет, или, может быть, выиграете обычным способом. Так что, если вы хотите себе необычную игру на сплаве механик, в которой есть система карт крафта, которую я, кстати, очень люблю. Вот Джон Деклэр придумал отличную тему с усилением карт прозрачными карточками. То попробуйте Custom Heroes, это очень необычный игровой опыт. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!